Всем привет, дорогие друзья! Глядя на современную мототехнику, которая рождается в эпоху всего одноразового, начинаешь понимать, что раньше действительно делали вещи. В жесткой конкурентной борьбе за лидерство на рынке на свет рождались продуманные мотоциклы с высоким качеством и изначально заложенным на десятилетия большим ресурсом. Они спокойно дожили до наших дней и в умелых руках будут жить и дальше, без каких-либо хлопот для владельцев. В сегодняшнем объединенном выпуске мы с вами вспомним 20 интересных мотоциклов, которые очень жаль, что в свое время покинули конвейер. Начать я хочу с необычного по сегодняшним меркам круизера Yamaha XVZ 1300 Royal Star Aventure, который выпускался с 1999 по 2013 год. Главная особенность мотоцикла — это нестандартная для класса V-образная четверка объемом 1294 кубических сантиметра, которая сильно снизила вибрации по сравнению с привычным V-твином. Плюс мотоцикл получил неповторимый звук выхлопа. Силовая установка выдает 97 лошадиных сил и 123 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе под 400 кг, а от 0 до сотни эта махина разгоняется около 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Средний заявленный расход топлива 7 литров на 100 км. Suzuki GSX 1100G появился именно тогда, когда в компании Suzuki просто захотели сделать обычный дорожник на кардане. В продаже классика с изюминкой появилась в 1991 году. Буква G в названии мотоцикла и означает, что он оснащен приводом от вала. Двигатель модели был позаимствован у GSX-R 1100. Естественно, по традиции его перенастроили под больший крутящий момент на низких и средних оборотах, что естественно предпочтительнее для дорожного мотоцикла. В итоге силовая установка объемом 1127 кубических сантиметров, которая имела воздушно-масляное охлаждение, выдавала 98 лошадиных сил и 99 ньютон-метров крутящего момента. В отличие от GSX-R 1100, который имел алюминиевую раму, классик на кардане получил обычную трубчатую, что не могло сказаться на весе мотоцикла, сниженная масса которого составляла 280 кг. Бак вмещает 22 литра топлива, максимальная скорость 220 км в час. В 1997 году для тех, кто еще не дорос до кувалды, но очень хотел себе стильный внешний драгстер, появился очень популярный пауэр-крузер Honda X4. Мотоцикл оснащается рядной четверкой объемом 1284 кубических сантиметра, которая стоит и на дорожнике Honda CB 1300. Она выдает по сравнению с VMAX спокойные 100 лошадиных сил и 121 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 270 кг, а от 0 до сотни в идеальных условиях X4 разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 200 км в час. Мотоцикл производился до 2003 года, хотя я думаю, многие бы приобрели этого красавца новым и сейчас, если бы была такая возможность. Kawasaki VN 2000 Vulcan. Самый большой крузер своего времени выпускался с 2004 по 2010 год и оснащался V-образным двигателем объемом 2053 кубических сантиметра, который выдавал 103 лошадиные силы и 177 ньютон-метров крутящего момента, полностью доступного уже с 3200 оборотов в минуту.
Мотор имеет электронный впрыск топлива, двойные дроссельные заслонки, кованые поршни и шатуны, а также гидрокомпенсаторы. При сниженной массе в 371 кг здоровяк от 0 до сотни разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость около 220 км в час. Средний расход топлива, несмотря на объем, заявлен как 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 21 литр. Далее идет легенда, которая, к большому сожалению, так и не получила преемника. Это знаменитый Yamaha VMAX 1700, производство которого началось в 2008 году. Его сердцем является четырехцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения с развалом цилиндров 65 градусов и объемом 1679 кубических сантиметров. Он выдает сумасшедшие 200 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни мускулбайк разгоняется как литровый спортбайк за 2,7 секунды, при том, что его снаряженная масса составляет 310 кг, а максимальная скорость ограничена на отметке около 230 км в час. Однако без ограничений VMAX способен сильно удивить. Средний заявленный расход топлива 8 литров на 100 км. Из-за ужесточения экологических норм модель была снята с производства в 2020 году. Honda CBR 1100 Blackbird. Этот легендарный спорт-турист производился с 1997 по 2006 год и одно время считался самым быстрым серийным мотоциклом в мире, до появления, конечно же, Hayabusa. Дрозд оснащается надежным четырехцилиндровым рядным двигателем жидкостного охлаждения объемом 1137 кубических сантиметров, который выдает 164 лошадиные силы и 124 ньютон-метра крутящего момента. От 0 до сотни байк разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км в час. В боевом состоянии Blackbird весит 250 кг. Бак вмещает 23 литра. Средний расход заявлен в 5,8 литра на 100 км. Suzuki GSX 1300B King. Напомню, этот зверюга впервые был представлен в виде концепта с наддувным двигателем мощностью 240 лошадиных сил в 2001 году, когда Kawasaki еще даже и не задумывались над своим H2. Но пустить в серию такой B-King в Suzuki, естественно, не осмелились, а очень жаль. В продаже этот самый большой Naked появился в 2007 году. Мотоцикл был построен на базе известного всем гипербайка Suzuki Hayabusa, унаследовав от него немного перенастроенный двигатель объемом 1340 кубических сантиметров, который здесь выдавал 183 лошадиные силы и 146 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 262 кг разгон от 0 до сотни занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость около 300 км в час. Средний расход заявлен в 7 литров на 100 км. Бак вмещает всего 16,5 литров. К сожалению, B-King ушел на покой в 2012 году.
Honda VFR 800F Interceptor. Популярный спорттурист появился в продаже в 1998 году. 782-кубовая V-образная четверка последней версии перехватчика выдает 107 лошадиных сил и 77 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни мотоцикл разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 230 км в час. Сниженная масса 243 кг. Бак вмещает 21 литр. Средний расход топлива заявлен в 6 литров на 100 км. Мотоцикл был снят с производства в 2019 году. Harley-Davidson V-Rod — это первый нестандартный мотоцикл компании, который появился на свет в 2001 году, и его сразу же закидали негативом старые поклонники марки. Якобы это не настоящий Harley, у него жидкостное охлаждение, нет бешеной вибрации, от которой все откручивается, коробка не отдельно от мотора, да и выглядит он как чужой среди своих. Однако более молодой аудитории этот гибрид скорости и пафоса очень даже и зашел. V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 1247 кубических сантиметров максимально выдает 125 лошадиных сил и 118 ньютон-метров крутящего момента. Относительно легкий по меркам класса байк весом под 300 кг, а от 0 до сотни разгоняется всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км в час. Семейство V-Rod, которое спустя время признали одним из лучших творений американской марки, покинуло конвейер в 2017 году. Yamaha MT-01, который является примером воплощения инженерной мысли в металле. Этот необычный мотоцикл застал еще то время, когда мотопроизводители хотели выделиться, удивить и привлечь своей продукцией новых покупателей. Уникальный спортивный ростер Yamaha MT-01 японцы выкатили в 2005 году. Его особенностью стало объединение большого V-твина с мегатягой со спортивным шасси. Силовая установка, взятая от круизера Yamaha XV1700 Warrior, выдает 90 лошадиных сил и 150 ньютон-метров крутящего момента, полностью доступного уже к 4000 оборотов в минуту. При сниженной массе в 259 кг Naked до 100 разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 210 км в час. Средний расход заявлен в 6,2 литра на 100 км. Бак вмещает 15 литров. Практически без изменений мотоцикл производился до 2009 года, в котором была выпущена лимитированная версия MT-01 SP. Еще один пример, когда перед инженерами поставили задачу и они ее с блеском выполнили, это легендарный мопед Honda Moto Compa.
Этот складной малыш был разработан в 80-м году, как дополнение к автомобилю Honda City. Такая связка была неким маркетинговым ходом. Планировалось, что человек, имеющий такой комплект, сможет с комфортом добраться до нужной ему точки, например, кемпинга, после чего достанет компактный скутер и сможет мобильно передвигаться на небольшие расстояния. Однако мотокомпа можно было купить и отдельно. У мопеда складывались руль, сиденье и подножки, превращая его в небольшую коробку размером 1185 на 240 и на 540 мм. Это был самый маленький двухколесный транспорт от Honda. Он оснащался 49-кубовым двухтактным двигателем мощностью 2,5 лошадиные силы, сниженная масса 44 кг. Самый большой классический мотоцикл от компании Suzuki, модель GSX 1400, появилась на свет в 2001 году. Сердцем гиганта является рядная четверка воздушно-масляного охлаждения объемом 1402 кубических сантиметра. Она выдает 106 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента. Мотор построен на базе двигателя от Suzuki 1200 Bandit, который был значительно переработан, а также была добавлена уже инжекторная система питания с двойными дросселями. В итоге 250-килограммовый GSX 1400 способен разгоняться до 100 км в час за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 260 км в час. Мотоцикл был снят с производства в 2008 году, хотя Honda и сейчас продает свою модель CB1100 с двигателем воздушно-масляного охлаждения. Honda CTX 1300. Этот необычный туристический мотоцикл стал последователем Honda ST 1300 Pan European и появился в 2014 году. Однако сам после окончания производства в 2019 году преемника так и не получил. Главной особенностью мотоцикла является четырехцилиндровый V-образный двигатель продольного расположения по коленвалу, а цилиндры расположены поперек. Его объем составляет 1261 кубический сантиметр. Силовая установка переехала сюда от ST 1300 в дефорсированном виде и выдает вместо 126 только 84 лошадиные силы, а крутящий момент составляет 106 ньютон-метров. Разгон от 0 до сотни занимает 4 с небольшим секунды, максимальная скорость около 200 км в час. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 338 кг, бак вмещает 19 литров топлива. Yamaha XV 1700 Roadstar Warrior. Этот пауэр-круизер родился в 2002 году при задумке инженеров объединить крузерную силу с маневренностью спортбайка. Самое главное отличие от всех конкурентов — это, конечно же, легкая алюминиевая рама, которая на 40% жестче по сравнению со стандартной рамой серии. Задний маятник также сделан из алюминия и выполнен в стиле спортбайка. Такая конструкция была впервые применена в серийном производстве круизеров, благодаря чему в снаряженном состоянии мотоцикл весит всего 295 кг. Плюс сюда частично переехала подвеска и тормоза от Yamaha R1.
1670-кубовый V-Twin с развалом цилиндров 48 градусов выдает 84 лошадиные силы и 135 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни байк разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Средний заявленный японцами расход топлива 5,8 литра на 100 км. Мотоцикл имеет пятиступенчатую коробку передач и ременной привод. Yamaha XV 1700 Roadster Warrior был снят с производства в 2010 году. Kawasaki ZRX 1200. Этот самый большой классик компании в 2001 году пришел на смену снятый с производства модели ZRX 1100. Его рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения был увеличен до 1164 кубических сантиметров. Он стал выдавать 122 лошадиные силы и 112 ньютон-метров крутящего момента. Японские версии производили ровно 100 лошадиных сил. Сниженная масса мотоцикла 246 кг. От 0 до сотни байк разгонялся чуть больше 3 секунд, а максимальная скорость составляет 240 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Классическая версия с круглой фарой была доступна только до 2004 года, а версия с полуобтекателем покинула конвейер в 2016 году, хотя могла продаваться и сейчас, так же как и Honda CB 1300. Suzuki RV200 Van Van. Этот простой и надежный внедорожный мотоцикл был представлен в 2002 году. Он оснащается одноцилиндровым двухклапанным двигателем воздушного охлаждения объемом 199 кубических сантиметров, который выдает 16 лошадиных сил и 15 ньютон-метров крутящего момента. Ускорение до разрешенной в городе скорости 50 км в час занимает 5 секунд. Максимальная скорость 110 км в час. Официально заявленный расход топлива при японском методе расчета составляет 2 литра на 100 км пути. Suzuki Van Van 200 был снят с производства в 2019 году, хотя его прямой конкурент Yamaha TW200 спокойно себе продается в США и сегодня. Несмотря на то, что сейчас Kawasaki возродила малокубатурные четырехцилиндровые спортбайки, такую ракету как Honda VFR 400R, которая с 1994 года сменила название на RVF 400R, мы больше точно никогда не увидим. Потому что этот спортбайк отличается от всех конкурентов четырехцилиндровым V-образным двигателем с развалом цилиндров 90 градусов, благодаря которому байк обладает ровной и мощной тягой во всем диапазоне оборотов, со старта и до самых верхов. 399-кубовая силовая установка выдает 59 лошадиных сил и 39 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 183 кг малыш от 0 до сотни выезжает из 4 секунд, а максимальная скорость составляет около 220 км в час. Бак вмещает 15 литров топлива. Мотоцикл был снят с производства в 1998 году.
Kawasaki GTR 1400, который на американском рынке известен как Concourse 14. Этот спорт-турист построен на платформе знаменитого гипербайка Kawasaki ZX-14R. Правда, могучая 1352-кубовая четверка в этом варианте выдает всего 160 лошадиных сил и 136 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 305 кг от 0 до сотни комфортабельный мотоцикл разгоняется за 3 с небольшим секунды, максимальная скорость 250 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 22 литра. Однако эта более туристическая версия ZX-14R покинула конвейер в 2022 году, хотя остатки мотоциклов продавались еще и в 2023. Yamaha R6, эта хорошо всем известная шестисотка, появилась еще в 1999 году, эволюционировав в отличный спортбайк. Однако из-за все тех же экологических норм производитель отказался от модели в 2021 году, а в качестве замены компания предложила бюджетный двухцилиндровый псевдоспортбайк Yamaha R7. Хотя конкуренты от Honda, Kawasaki и Suzuki хоть и не везде, но до сих пор продаются. Напомню, рядная 599-кубовая четверка последнего поколения выдает 118 лошадиных сил и 61 ньютон-метр крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 190 кг. Разгон от 0 до сотни занимает 3 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,6 литра на 100 км. Как вы знаете, четырехцилиндровая 400-кубовая классика сейчас осталась только в одном исполнении. Это Honda CB400 Super 4. Однако ранее бешеной популярностью у начинающих пользовалась еще одна моделька. Это, конечно же, Suzuki GSF 400 Bandit, который и сейчас бы многие купили новым. Он производился с 89 по 97 год и мог похвастать двигателем от спортбайка Suzuki GSX R400. Рядная 398-кубовая четверка жидкостного охлаждения в последнем поколении выдает 53 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 188 кг. Бак вмещает 18 литров. Разгон от 0 до сотни занимает около 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Также выпускалась версия с изменяемой системой газораспределения Suzuki GSF 400 Bandit VC, у которой клапанная крышка красилась в красный цвет. Oh,